Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, давайте посмотрим, что же посоветует нам Таро на день грядущий, на завтра. Смотрим. Будет какая-то определенная неуверенность в вашей правоте. Это может касаться как работы, карьеры, бизнеса, также это может касаться и межличностных отношений. Любая неуверенность будет, это действительно, любая неуверенность мешает. Но тут бороться с неуверенностью, вообще бороться с чем-то в вашей жизни, это бесполезное занятие. Тут, если дело касается работы и карьеры и бизнеса, тут я посоветовала попросить совета у кого-то. Или, может, еще какую-то информацию найти. Если вам кажется какой-то проект, не совсем подъемным, вы чувствуете, что не хватает вам чего-то для того, чтобы этот проект завершить или начать, то тут, да, какие-то знания, какая-то информация, и это не должно быть что-то огромное, не обязательно. Это может быть что-то мелкое. Вот иногда бывает, пытаешься что-то сделать, и вот какой-то маленькой не хватает изюминки, какого-то чего-то, что может облегчить именно процесс воспроизведения чего-то. И вот это то, что я вижу, ничего огромного. Также новости от ваших детей придут в этот день, и вот тут у вас будет неуверенность, радоваться или, может быть, ругать. Смотрите, в зависимости от того, какого возраста ваши дети, это могут быть как дети, которые живут с вами, а также дети, которые уже давно выросли и живут отдельно. Не забывайте, что по-любому это личности, и принимать их надо такими, как они есть. И вот насчет ругать, я бы поспорила, не будет ничего такого, за что их надо ругать, просто, может быть, их мнение не сойдется с вашим. А советы, конечно, но давить... бессмысленно, во-первых, из того, что я здесь вижу. Они все равно сделают так, как они хотят. Если попросят совета, вот у них тоже будет какая-то у некоторых неуверенность, скажите ваше мнение, дайте ваш совет. А вот как они уже поступят, тут уже никто не может предсказать. Вернее, как? Можно, но это абсолютно другой расклад, и это только личная консультация. В общем раскладе я не могу вам этого сказать. Смотрим дальше. Знаете, в этот день еще, почему еще будет неуверенность. Неуверенность из-за каких-то прошлых опытов я вижу. И это может быть как у вас, так и как я вам сказала, ваши дети, они будут неуверены в чем-то по причине прошлых неудач. И у вас точно так же, если вам будет что-то, у вас будет какие-то определенная неуверенность, даже такие небольшие страхи, это из-за прошлых опытов, и они, можно сказать, в этот день будут преследовать вас. Избавиться от этого можно, и вы прекрасно знаете как. Оставьте прошлое, где ему место в прошлом. То, что произошло раньше, не значит... Знаете, я иногда общаюсь с людьми, говорю, я так и знала, или я так и знала, что это произойдет. Конечно, вы так и знали, потому что вы на этом концентрировались. Может быть, не совсем то же самое, но что-то, вызывающее те же эмоции. И, соответственно, конечно, вы знали, потому что вы на этом концентрировались. Сконцентрируйтесь вы на чем-то другом, произошло бы что-то другое. Также будут какие-то известия, новости, появится мужчина из прошлого. Мужчина старше 40,
волевой мужчина, рисковатый мужчина. Это для девочек, это может быть даже кто-то из ваших бывших возлюбленных, бойфрендов, даже мужей для некоторых из вас. А вот для мальчиков это кто-то из знакомых. Какой-то знакомый, с которым не было связи большое количество времени, и вот он появится, и, соответственно, вот тут вы не будете уверены, как же воспринимать появление этого человека, вы не будете уверены, хотите ли вы с этим человеком общаться. Давайте посмотрим, может, карта нам что-то... Знаете, вот тут карта говорит не спешить с выводами. Вот даже здесь девочка сидит в засаде именно в этой колоде, я вот поближе покажу. Вот, карты говорят не спешить с выводами, не спешить отрезать, не спешить ругаться для некоторых из вас. Потому что особенно вот для тех, у кого появится мужчина, с которым отношения были или закончены, или прерваны не совсем приятным образом, вам захочется повыяснять эти отношения, но тут карты советуют все-таки поспокойнее, лучше, если уж до такой степени бушуют эмоции, лучше не принимайте общение с этим человеком, лучше вообще не общаться. И вообще, девочки, из того, что я здесь вижу, было бы здорово вообще оставить этого человека в прошлом, но выбор, как всегда, ваш.